Всем добрый день, меня зовут Сергей, я работаю в компании «Москва глазами инженера». Мы занимаемся историей архитектуры, начиная от средних веков, заканчивая веком 20 и даже современной архитектурой. И вот сегодня мы будем говорить об одном из самых известных домов конца 20-х годов 20 века. Мы будем заниматься домом Наркомфина, построенный замечательным архитектором Моисеем Гинзбургом. Дом Наркомата финансов РСФСР устроен довольно сложно. Он состоит из нескольких элементов. С одной стороны у нас есть жилой блок, в котором находятся лестницы, жилые ячейки и коридоры. Там же он связан теплым отапливаемым переходом с блоком коммунальным. По оригинальному проекту Моисея Гинзбурга на первом уровне коммунального блока должен был располагаться спортивная секция, выше общественная кухня и столовая. Детский сад предполагалось построить отдельно, но средств не хватило, поэтому он так и не был осуществлен. Плюс также в комплекс дома Наркомфина входит прачечная, которую можно увидеть с Садового кольца. На советских конструктивистов огромное влияние оказали идеи французского архитектора швейцарского происхождения Ле Корбюзье. В своем журнале «Эспри Нуво» он написал 5 принципов новой архитектуры будущего. Все 5 вы можете найти здесь, в доме Наркомфина. Первый из них – это отсутствие первого этажа. Дом Наркомфина – это дом на ножках. Это значит, что вы можете свободно пройти под ним, и у вас нет необходимости жить в темных помещениях, в которых все заглядывают в окна. Также здесь ленточные окна и плоская эксплуатируемая кровля. Несмотря на то, что конструктивисты не украшали архитектуру архитектурой, то есть не навешивали на фасад колонны, наличники или пилястры, они очень много думали о том, как будут выглядеть их здания. Посмотрите на торец дома Наркомфина. В конце концов, это просто красиво. Послевоенные годы для коммунального блока были тяжелыми. Сюда въехали конторы, типография. Новым владельцам не были нужны огромные 5-метровые уровни, поэтому они были разбиты на части, и время от времени появлялись дополнительные перегородки. Сейчас все это восстановлено, в доме идет реставрация, которую возглавляет Алексей Гинзбург, внук архитектора, поэтому дом находится в надежных руках. Моисей Гинзбург возглавлял секцию типизации страйкома РСФСР и отвечал за разработку типов жилых помещений. Таких ячеек было разработано довольно много типов. А, Б, С, Д, Е, Ф. Мы находимся в ячейке типа К, которая площадью около 82 метров. Ее большая гостиная имеет высоту почти 5 метров. А также это ячейка со всеми удобствами. У вас есть туалет, ванная и также своя кухня. Маленькая, но не для того, чтобы вы на ней готовили. В конце концов, у вас есть коммунальный блок, куда вы ходите за своими обедами. А здесь можно разбить яйцо, подогреть еду, но не более. Ячейка К представляет из себя букву Г, которая верхом лежит на коридоре. Это значит, что ячейка выходит на всю ширину корпуса, и у нее появляются окна с двух сторон. Это значит, что в квартире всегда светло. Вечером свет попадает в гостиную, а с утра он в спальне. И плюс у вас всегда есть сквозное проветривание. Коридор от общественного балкона отделен двойными раздвигающимися окнами. Группа Моисея Гинзбурга всегда работала от гвоздя до гвоздя, от общего проекта до последней дверной ручки. И здесь разработаны специальные зажимы. Вы не просто задвигаете это раздвижное окно, вы за его задвигаете и прижимаете. Цветовое решение дома Наркомфина было разработано Моисеем Гинзбургом вместе с Хенриком Шепером, профессором Баухауса. По задумке Моисея Гинзбурга в ячейках должен быть невидимый цвет. Вы попадаете в ячейку, она кажется вам белой, и только когда глаз привыкает, вы начинаете различать тонкие оттенки. Однако только одно пространство может быть выделено плотным цветом, например, потолки. На втором уровне дома Наркомфина располагаются ячейки типа F. Двери в коридоре идут попарно. Открывая обе, вы увидите двери либо вверх, либо вниз. Пройдя по лестнице, вы попадете в гостиную, а у вас за спиной окажется спальня. Эти ячейки, конечно, меньше ячеек К, но сохраняют все их достоинства – и свет, и проветривание. Представьте себе, как выглядела панорама дома Наркомфина в начале 30-х годов. Не было еще ни высоток, ни американского посольства, ни Москвы-Сити, ни Белого дома. Перед вами была двухэтажная деревянная Москва. С 2017 года компания «Лига прав» занимается реставрацией дома Наркомфина. Благодаря им удалось спасти коммунальный блок, восстановить оригинальные планировки и цветовые решения. Теперь каждый может сюда прийти и познакомиться с этим шедевром советского конструктивизма.